Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать вот такое ожерелье, подходящее к браслету, который был показан в одном из недавних видео. Ссылка на него в правом верхнем углу или в описании под видео. Также под видео находится кнопка подписаться, которую вы можете нажать, если вам понравится это видео. Я буду очень рада видеть вас среди своих подписчиков. Итак, для изготовления ожерелья нам понадобится иголка с узким ушком, ножницы, нитевдеватель, замочек-карабин, 2 колечка и несколько сантиметров цепочки, также плоскогубцы, чтобы их прикрепить. Если вы захотите добавить бусину в конце цепочки, как у меня, то вам понадобится одна бусина, штифт, кусачки и круглогубцы. И, конечно же, самое главное, что нам нужно, это пряжа. Ну что ж, приступим. Заправляем нитку в иголку и оставляем хвостик около 1 метра от того места, где будет наш первый узелок. Первое кольцо ожерелья будет состоять из 8 двоек узлов, разделенных между собой пико. Я буду делать маленькие пико, расстояние между узлами около 4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, перейдите по ссылке в правом верхнем углу на подробный урок по основным элементам. Затем обязательно возвращайтесь к этому мастер-классу. Закрываем нашу цепочку в кольцо. Потяните нитку сначала в одну сторону, а потом в другую, чтобы кольцо получилось круглым, а не в виде лепестка. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Теперь выполним дугу. Делаем 6 двоек узлов, разделенных между собой пико. Протягиваем иголку через все узелки, не закрывая их в кольцо. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб. А затем протягиваем иголку снизу вверх через второе пико первого кольца справа от дуги. Если нужно, еще раз подтяните нитку. Затем переворачиваем вязание и делаем фиксирующий узелок. Снова делаем дугу, только в этот раз она будет состоять из 7 двоек, разделенных между собой пико, и она будет загибаться в противоположную сторону.
Присоединяем ее ко второму пико предыдущей дуги. Теперь снова вяжем дугу из 6 двоек, разделенных между собой пико. Также присоединяем ее к предыдущей дуге. Как вы уже, наверное, догадались, теперь мы делаем дугу из 7 двоек. Продолжаем чередовать дуги из 6 двоек и 7 двоек. Так как с одной стороны дуги будут чуть больше по размеру, то цепочка сама начнет заворачиваться и будет красиво лежать вокруг шеи. У меня получилось 62 дуги после первого кольца. В самой последней дуге я выполнила 6 двоек, хотя по рисунку должна была выполнить 7. Я это сделала, чтобы последняя дуга была больше похожа по размеру на первое кольцо. Концы ниток я спрятала при помощи нити вдевателя. Если вы еще не знаете, как это сделать, вам поможет второй урок по основам фриволите. Смотрите ссылку в правом верхнем углу. В этом уроке также рассказывается о том, как добавить новую нитку в вязание. Если вы хотите, то точно так же, как и в браслете, в ожерелье вместо пико можно добавить бисер. Теперь берем колечки и присоединяем замочек с одной стороны и цепочку с другой. Если вы решили добавить в конце цепочки бусину, то надеваем бусину на штифт, подрезаем его до нужной длины, а затем круглогубцами формируем петельку и присоединяем цепочку. Вот и все, ожерелье готово. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду очень рада видеть вас снова.